Приветствую всех на канале «Горизонт событий». Сильный снегопад обрушился на Беларусь в минувший четверг. Стихия оставила более 300 населенных пунктов без электроэнергии. Чаще всего электричество отключалось из-за сильного ветра и падения веток на провода, а также из-за налипания снега на провода. Электроснабжение уже восстановлено в большей части населенных пунктов. Наибольшее число отключений отмечено в Минской и Гомельской областях. В устранении последствий непогоды было задействовано более 100 единиц техники и персонал аварийных бригад в составе свыше 250 человек. Сильный штормовой ветер и большие волны обрушились на побережье Северного моря, в портовом городе Дюнкерк на севере Франции. Из-за сильного ветра есть падение деревьев и обрывы линии электропередачи. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В горячем ключе из-за сильного дождя и ветра на федеральную автодорогу М4 Дон начали сходить селевые потоки с гор. Кроме того, сель сошел на трассу в Туапсинском районе на спуске с Молдавановского перевала на 1414 километре в сторону Джубги. Об этом сообщает Госавтоинспекция Краснодарского края. В результате инцидента оказался заблокирован грузовик. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и дорожные службы, принимались меры для организации реверсивного движения. В горячем ключе на 1401 километре вода перелилась из реки Кобза через мост на проезжую часть. В администрации горячего ключа заявили, что в городе на точках вдоль реки включили систему оповещения. В течение последней недели на юге Бразилии бушевали мощные ураганы, сопровождавшиеся проливными дождями, которые привели к разливу рек и затоплению населенных пунктов. Эвакуировано было более 30 тысяч человек. Наводнения привели к обрушению жилого дома. К счастью, все жители уже были эвакуированы, и никто не пострадал. В Кении продолжаются серьезные наводнения, вызванные проливными дождями, начавшимися еще во второй половине октября. Из-за сильных осадков сотни дорог размыты, огромное количество населенных пунктов остаются отрезанными. Нынче Кения, а также соседние Сомали и Эфиопия переживают сильнейшие наводнения в своей истории. Метеорологическое управление Исландии в четверг уменьшило уровень угрозы для города Гриндавик на полуострове Рейкьянес, где в последние недели возросла сейсмическая активность и прогнозируется извержение вулкана. Новая оценка ситуации Метеорологического управления Исландии показывает, что вероятность внезапного извержения вулкана в пределах города Гриндавик уменьшается с каждым днем. Сейчас риск оценивается как небольшой. Местные власти после консультаций решили снизить уровень опасности в городе с чрезвычайного до опасного. Решение означает, что жители Гриндавика получат больше времени, чтобы вернуться в город после эвакуации для вывоза своих вещей. Если раньше у них было на это 5 минут в сутки, то с четверга город открыт для этого с 9 до 16 часов, пока ситуация не ухудшится. Проливные дожди вызвали сильное наводнение в деревне Село в округе Байолали, Центральной Явы, в Индонезии. Яркий метеор засняли в небе у Осилы местные жители на Аляске.
Крупнейший в мире айсберг пришел в движение впервые за 37 лет. Айсберг носит название А-23А. Его площадь достигает около 4,17 тысяч квадратных километров, что в 2 раза больше площади Санкт-Петербурга. В настоящее время, как отмечают в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте, ледник движется вдоль берегов Антарктиды со скоростью более 150 км в месяц. Точный маршрут айсберга ученые предсказать пока не могут. Сейчас айсберг движется в море Уэддела вдоль берегов Антарктиды. Будущее этого айсберга зависит от многих факторов: воздействия течений, выступов подводного рельефа, метеорологических факторов. Но в конечном итоге дни жизни айсберга сочтены. Он будет вынесен на чистую воду, вероятнее всего, уже в 2023 году, уточняют в институте, отмечая, что ледник вряд ли должен создать проблемы для судов в арктическом регионе. Ранее этот ледяной остров был местом расположения советской исследовательской станции «Дружная-1». Однако, когда айсберг начал отделяться от побережья Антарктики в 1986 году, Советский Союз обеспокоился и решил отправить туда экспедицию с целью забрать все оборудование с базы. Однако опасения Москвы были напрасными. Айсберг на целых 50 лет закрепился на дне моря Уэддела и только в 2020 году, по наблюдениям ученых, начал свой медленный путь. В конце января этого года британская антарктическая служба сообщала о появлении другого крупного айсберга. По данным службы, 22 января гигантский айсберг размером с Большой Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Ученые не связывают произошедшее с климатическими изменениями и считают скорее естественным поведением арктического шельфа. Спасибо за просмотр.